Грядущая гуманитарная катастрофа в Украине. Китай подставляет Россию, а Венгрия создает новые проблемы для ЕС. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Китай отворачивается от России или просто уменьшает товаропоток? Понимаете, Китай же может перебрасывать свои потоки на зависимые от них государства. Российская армия в Курской области победно отступает. Речь идет об эвакуации двух крупных городов. Администрация все закрылась на ключ, и вам всего доброго, называется, на хорошего настроения. Трамп считает себя красивее Харрис и считает, что вправе оскорблять оппонентов. В журнале Time нет ее фотографий. У них есть невероятный художник, который нарисовал их. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписаться на канал, все это очень важно. Как и кнопочка «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. Поехали. Взрыв в Стерлитамаке в Башкортостане произошел на нефтехимическом заводе. На момент записи видео известно о 3 пострадавших. Российская МЧС объясняет взрыв разгерметизацией с последующим факельным горением газа. Высота этого факела 50 метров. Пожар якобы в середине дня был локализован, но есть ли угроза экологическая, пока никто не комментирует. Вместе с тем, пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области не могут потушить уже вторые сутки. 18 человек пострадали в результате атаки по нефтебазе, утверждают местные власти. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. В Венгрии не считают угрозой решения правительства относительно упрощения въезда для россиян и белорусов. Об этом говорит министр иностранных дел Петр Сиярто. Говорит, это все кампания лжи против Будапешта. Правда заключается в том, что включение граждан России и Беларуси в программу «Национальная карта» не представляет никакого риска для безопасности шенгенской зоны, поскольку они и в дальнейшем будут подлежать тщательным проверкам при въезде и пребывании в Венгрии. О том, чем это действительно может угрожать шенгенской зоне, а может и всему ЕС, мы поговорили с экспертом. В связи с тем, что Соединенные Штаты Америки как бы на это смотрят сквозь призму денег, что вы должны тратить там 2+ % ВВП на безопасность, и мы тогда продадим вам наши самолеты и все остальное, фактически в НАТО образовался круг, если не противников, то я бы сказал, как по партийной деятельности, фракционеров. То есть это Турция прежде всего, да? Это Австрия, это Венгрия и, по сути, это Словакия. То есть это страны, которые, они по-другому видят Европу, они по-другому видят безопасность, и, так сказать, у них достаточно это все по-другому представлено. То есть Украина в этом смысле, официальная украинская политика, она абсолютно солидарна с политикой Демократической партии США, и вот в таком контексте все это развивается. Соответственно, когда Байден был еще кандидатом в президенты США, все эти силы, которые выступали против евроатлантической интеграции и, скажем так, доминирования США в Европе, они усилились. Украинские войска в Курской области взорвали 3-й мост через реку Сейм в населенном пункте Карыш. А это означает, что большая территория РФ оказалась отрезана от снабжения и коммуникаций. Причем даже российские так называемые военкоры пишут, что ВСУ уже в 10 километрах от Льгова. Они уже даже заговорили об эвакуации Рыльска и Льгова. Они трассу стараются эту перерезать. Пока еще движение, как вы видите, есть, но ситуация опасная. И разумно было бы и Рыльск, и Льгов эвакуировать сейчас, по той причине, что мы не эвакуировали вот после моста, где взорванного населения в полном объеме. То есть там эвакуация проводилась, но там очень много. Я знаю, что говорю, потому что я видел сейчас это все глазами. Мы с Романом Сапаньковым видели это все глазами. Вот. И не до конца не эвакуировали. Народ не знает, что делать. Он хочет эвакуироваться, не знает как просто. А администрация все закрылась на ключ, и
Вам всего доброго, называется, на хорошего настроения. Те же так называемые российские военкоры в панике и требуют гражданских помочь им в обороне области. Главная проблема в том, что информацию украинская сторона активно не публикует. А вот российская отчитывается о том, что они, побеждая врага, отступают. Поэтому, может быть, трасса уже и под контролем Украины. Учитывая обстановку на западном фланге украинского наступления, можно определенно говорить о критической ситуации для российских частей возле границы. В первую очередь в Теткино. Кстати, вот из этого небольшого кармашка вдоль реки они уже отошли. Скорее всего, будут отступать и дальше. А ВСУ займут всю эту большую территорию. Второе важное наступление проходит через Ольговку, Кременное и Калинов, дальше к селам Общий Колодец, Сафоновка и Каучук. Именно там находятся известные передовые рубежи. Но на самом деле они могут быть еще дальше. Возможно, ВСУ планирует большое наступление на Рыльск, и для этого им нужно как раз захватить Коренево и отрезать город от снабжения. Китайские компании просят ввозить российские товары через третьи страны. Об этом пишет уже российская пресса. В основном это касается электроники, но и остальные товары, которые могут попасть под санкции, тоже просят отгружать через другую страну. Как правило, говорят о таком те компании, которые не могут принять платежи через китайские банки или филиал российской кредитной организации. Такие операции производятся через страны вроде Ирана, которые не против работать с РФ. Но это значительно усложняет логистику, делает ее дороже и, скорее всего, повлияет на количество ввозимого товара. Об этом мы поговорили с экспертом Вячеславом Потапенко. Например, Германия отказалась принимать и пропускать транзитом вооружение для Украины, и это все шло только через Польшу. Американское оружие шло через Польшу, а не через Германию. Вот, однако у нас прекрасные отношения с Германией, у нас прекрасные отношения с Польшей, и более того, фактически мы им помогаем своей деятельностью и наступлением в Курске, вот, на Курщине. Поэтому я бы тут как бы не драматизировал. Да, Китай не готов жертвовать всей своей экономикой ради того, чтобы Россия могла запускать более модные ракеты с более модной современной электроникой. Ну ничего, Северная Корея, которая критически зависит от Китая, поставит больше своих ракет. Иран поставит больше своих ракет. Понимаете, Китай же может как бы перебрасывать свои потоки на зависимые от них государства. Как показала практика российско-украинской войны, даже желание правительств США и Китая как бы разделиться, ввести некое эмбарго, разделить зоны ответственности и торговли, все равно они не могут это сделать в силу деятельности частного бизнеса, которому это не выгодно. Дональд Трамп говорит, что выглядит лучше Камалы Харрис, пишет об этом издание The Hill. Кандидат в президенты США говорит, что даже на обложку Time Харрис поставили как-то не так. В журнале Time нет ее фотографий. У них есть невероятный художник, который нарисовал ее. Они сделали много фотографий, которые не вышли, поэтому они наняли художника, который нарисовал ее. Это странно не только самим фактом заявления, но и тем, что раньше Трамп называл Харрис красивой женщиной и сравнивал со своей женой. Но в то же время называл сумасшедшей и обвинял в радикализме, на что, кстати, Харрис уже успела отреагировать. Эта кампания признание того, что, откровенно говоря, за последние несколько лет произошел перегиб, который, как мне кажется, заключается в том, что мера силы лидера основывается на том, кого вы можете унизить, тогда как мы знаем, что настоящая и истинная мера силы лидера основывается на том, кого вы можете возвысить. Вот в чем мы видим силу. Мы знаем, как выглядит сила. Вот как выглядит сила. Любой, кто занимается тем, что унижает других людей, трус. Харрис не называла имя своего оппонента, но в целом понятно, что она говорит о Дональде Трампе. Будет ли дальше эта кампания основана на взаимных оскорблениях и не увеличивается ли пропасть между сторонниками демократов и республиканцев, мы спросили у главы Института американистики Владислава Фарапонова. Нападки со стороны Трампа и попытки как-то
показать себя лучше, чем есть, конечно же, особо на данном этапе компании результатов уже не принесут ему, но опять же это может быть сделано только разве что с целью слегка укрепить свою позицию среди своего электората. Он сформировал свое ядро партии среди как сторонников, так и избирателей, и теперь нужно попытаться ему это ядро расширить слегка хотя бы, и тогда, в принципе, у него будут равные шансы. Но опять же, насколько это получится сделать уже с тем, что демократы и Камала Харрис в том числе набрали очень неплохой ход. А тем временем рейтинг одобрения американцами политики кандидата от Демократической партии растет. Об этом новый опрос Associated Press и Center for Public Affairs Research. Ее политику поддерживают 48%. Подобный опрос до выхода Джо Байдена из гонки еще в начале лета показывал 39%. Самую тяжелую зиму со Второй мировой войны прогнозируют в ЕС для Украины. Страна потеряла половину энергетических мощностей из-за обстрелов, и некоторые объекты были разрушены даже после оперативного ремонта. Говорит об этом комиссар Евросоюза по вопросам энергетики в интервью Financial Times. На сегодня Россия уничтожила или захватила около 9 гигаватт электроэнергии, вырабатываемой Украиной. Это половина электроэнергии, необходимой Украине зимой. Еврокомиссар говорит, что украинцев может ожидать настоящая гуманитарная катастрофа. Израиль ведет сложные переговоры о возвращении заложников, которых все еще с октября 2023 года удерживает Хамас. Премьер-министр говорит, что при этом страна должна придерживаться своих принципов, и есть моменты, в которых гибкими быть нельзя. Вместе с тем, о решающем моменте в переговорном процессе говорит американский госсекретарь во время визита в Израиль. Это решающий момент. Возможно, это лучшая и, возможно, последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня и поставить всех на лучший путь к прочному миру и безопасности. Также пришло время убедиться в том, что никто не предпримет никаких шагов, которые могут сорвать этот процесс. Поэтому мы работаем над тем, чтобы не было эскалации, не было провокаций, не было действий, которые могли бы каким-либо образом отодвинуть нас от достижения этой сделки или тем более эскалации конфликта в другие места и с большей интенсивностью. Я знаю, что в Израиле сейчас неспокойная обстановка и глубокое беспокойство по поводу возможных атак из Ирана, Хизбаллы и других источников. Мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые видео, и мы призываем вас не останавливаться в нашей поддержке и в нашем с вами развитии. Также не останавливайтесь, ставьте лайки, не забывайте оставлять комментарии, подписываться на канал, это тоже все очень важно. Ну а у меня на этом все. До встречи, хороших вам новостей.